Доброе утро, добрый день, добрый вечер, мои дорогие. Я тут, кстати, на днях смотрел телевизор. И знаете что? Там такие серьезные дяди в костюмах все время рассказывают, как у нас в жизни все хорошо. И у них даже графики есть такие красивые. Все время вниз, вниз, вниз. Так красиво вниз, что хочется аплодировать. И знаете что? Я, конечно же, шут, и мое дело смешить, но иногда мне кажется, что я это единственный, кто еще не спятил на этой планете. Потому что нормальный человек смотрит на происходящее в мире и думает, это все бред. А серьезные дяди говорят, нет, чувак, это реформа. Давайте-ка разберемся по пунктам, как взрослые дяди, у которых есть желтые справки и графики. Пункт 1. Пенсионный возраст. Знаете, кстати, почему подняли пенсионный возраст? Чтобы мы дольше были молодыми. Ну нет, серьезно. Раньше ты такой выходил на пенсию, потому что ты постарел, братишка. А теперь ты работаешь до 65 и все. Ты теперь вечно молодой. Пункт 2. Монетизация льгот. Это когда у тебя было право бесплатно ездить в автобусе, а теперь тебе дали 100 рублей и сказали, покупай билет, брат, покупай билет, как все. И ты такой, спасибо, я теперь точно разбогател. А потом вдруг выясняется, что билет уже стоит 150 рублей. Но это не страшно, это же рынок. Пункт 3. ЖКХ. ЖКХ – это когда ты платишь за то, чтобы греться. А греешься тем, чем платишь. Цены растут не по дням, а по часам. И, кстати, когда у вас нет в доме счетчика, который считает ваши слезы, то это не очень хорошо. Но вы не расстраивайтесь, он скоро появится. Это, кстати, новая опция. Комфортное увлажнение всей квартиры. Пункт 4. Естественные монополии. Естественные монополии – это такие организации, которые говорят, мы это единственные, кто может дать вам свет, тепло и воду. Поэтому мы будем поднимать цены, а вы будете радоваться. Будете радоваться, что вы вообще есть, что вы существуете. И мы радуемся, мы очень радуемся, потому что у нас в квартире теперь есть счетчик для увлажнения квартиры нашими слезами, который, кстати, накручивает уже за нас. Пункт 5. Цены в магазинах. Цены в магазинах растут как грибы. Вот только раньше можно было эти грибы собирать бесплатно, даже в лесу. А сегодня за все нужно платить. И не только за грибы, даже за хворост. Масло теперь в магазине стоит как бензин, а хлеб стоит как масло. И идешь такой по магазину по рядам и думаешь, так, мне сегодня что нужно сделать? Мне то ли разориться, или просто остаться голодным? А, ладно, зато упаковки красивые. Соберу на помойках. Можно будет дома поставить на полку и любоваться. Есть не обязательно. Главное это красота и эстетика. Пункт 6. Мигрантский кризис. Мигрантский кризис – это когда к нам приезжают люди, чтобы строить наши города. А потом мы все таки удивляемся, почему в наших городах столько много народу. А еще говорят, они отнимают наши рабочие места. Но вот только вопрос, какие рабочие места?
тех, которых нет, или те, которые мы сами отдали. Это все равно, что обижаться на зеркало, когда ты смотришь и видишь, ты не толстый, ты худой. А теперь у нас еще новая программа. Завозят индусов. Очень культурные, кстати, люди эти индусы. Только они почему-то приезжают вовсе не стройки нам возводить, а искать новых невест. Говорят: ребят, мы правильные индусы и очень хотим работать в вашей стране. А сами при этом смотрят на наших девушек и думают: вау-вау-вау, это и есть работа. Ну а наши мужики, они вовсе не в шоке, потому что их уже практически нет. Их отправили на утилизацию. Ну а у индусов романтика с нашими бабами. Ну а как вы хотели, мужиков-то нет. К слову, раньше многие думали, что на Дальнем Востоке и в Сибири жить очень холодно. А вот китайцы так не считают. Говорят, что и там, в Сибири и на Дальнем Востоке, наши бабы тоже красивые. Пункт 7. Пункт 7 – это отключение мобильной связи. Это когда у тебя в телефоне пропадает интернет, причем вообще. А в новостях пишут: мы заботимся о вашей безопасности. И ты такой сидишь весь безопасный, без связи и думаешь: так, стоп, а что мне делать, если меня сейчас ограбят? Но тебя не ограбят, чувак, не беспокойся, потому что грабители тоже без связи. Идеальная схема, я хочу вам сказать. Ну, а теперь еще закон новый такой вышел. Тебя посадить теперь могут за СМС в телефоне. Причем не за что-то как-то, а абсолютно за любую букву. Вот ты сейчас, например, возьмешь и напишешь: привет какому-нибудь другу. А вдруг это экстремизм? Мы теперь все живем по принципу: молчи, молчи, чувак, и ты на свободе. В общем, лучше выкинуть телефон сразу нахер к чертовой матери. От греха подальше. А то посадят. А ты вроде и не крал. Пункт 8. Закон об иноагентах. Это когда тебе говорят: ты, чувак, наш, ты 100% наш, но вдруг, если получил какую-то копеечку из-за границы, то ты тогда не наш. А если получишь улыбку из-за границы, тоже не наш. Потому что улыбка это уже зарубежный актив. Смеяться нынче тоже запрещено. И теперь мы все делимся на наших и тех, кто случайно лайкнул не ту страницу. Круто, правда? Ой, пункт 9. Пункт 9 – это сельское хозяйство. Сельское хозяйство у нас на высоте. Мы уничтожаем скот и коров, и при этом нам говорят: оптимизация. Коровы теперь не нужны. Коровы теперь иностранные агенты, потому что едят импортную траву. А поля пустеют, зато очень красивые. Поголовье скота сокращено на 100%. И мы идем в ногу со временем, товарищи. В новую эпоху голода и нищеты. Время нынче такое, да, оно любит пустоту. Пункт 10. Пункт 10 – это малый и средний бизнес. А их больше нет. Вышли на улицу и растворились. Говорят, кстати, ушли в лучший мир, в самозанятость. А самозанятость – это когда ты работаешь на себя, но при этом налоговая работает на тебя. Но почему-то быстрее. Средний класс. Средний класс нынче – это как динозавр. Был
но вымер. Зато пришли микрозаймы. Микрозаймы для студентов. И теперь любой студент может взять кредит на учебу, не успев узнать, что такое учеба. Ну и сразу в долги. Во взрослую жизнь, так сказать. Потому что это, кстати, ускоряет взросление. В 18 ты уже должен больше, чем твои родители за всю жизнь. Это не хухры-мухры, а настоящая школа жизни. Аплодисменты тому, кто это придумал. Пункт 11. Безработица и утечка людей. Люди уезжают, потому что здесь, в нашей стране, стало слишком интересно жить. Кто-то в Армению, кто-то в Грузию, кто-то в Европу, а кто-то просто в окно. Вот только окно с видом на улицу в квадратике. А у нас теперь новая национальная идея. Экспорт населения. Мы, люди, мы теперь как нефть. Потому что наша страна нефть больше не продает. Нельзя санкции. А вот людей можно. Зато те, кто остался, теперь могут гордиться. По-настоящему гордиться. Они избранные. И у них есть работа. Ну или ее отсутствие. Но это, к слову, тоже работа. Сидеть и ждать. Ждать, что все скоро наладится. Ой, пункт 12. Пункт 12 – это картина маслом, мобилизация. Это, друзья, как отдельный шедевр управленческой мысли. Раньше, чтобы попасть на войну, надо было иметь желание. А теперь достаточно иметь паспорт и отсутствие денег. Мобилизация – это когда тебе говорят: ты нужен родине, чувак. А ты такой: мне бы ипотеку заплатить. А тебе: хорошо, ипотека подождет. А вот родина не ждет. Вперед, братан, вперед. А куда? Туда. Студентам, кстати, отдельный привет. Вы еще жизни там не видели, но уже можете подписать контракт. И это называется ускоренное взросление. Вместо лекций настоящая практика. Вместо экзаменов настоящий экзамен. И не надо говорить, что вы там молодые сильно и не готовые. Кто вообще бывает готов к сессии? А возрастной ценз до 60 лет. Это вообще шедевр, это прям гениально. В 60 лет у тебя уже геморрой, суставы, давление, но ты все еще бегун. Бегун, который бежит в аптеку за таблетками, а его уже записали в батальон быстрого реагирования. Ну ты ж быстро бегаешь, чувак. Пенсия нынче откладывается, товарищ. У нас для вас есть работа поважнее. Защищать наши рубежи. А ты такой сидишь и думаешь: так, стоп, какие рубежи? У меня поясницу заклинило. Но это не главное. Главное – это патриотизм. Пункт 13. Национальная идея. И не какая-нибудь, а абсолютно новая. Раньше у нас была идея построить коммунизм, потом построить капитализм. А теперь мы построили. Построили вот это вот все. И нам теперь говорят: гордитесь. Гордитесь, чуваки! А мы такие чешем репу и спрашиваем: а чем, собственно говоря, нужно гордиться? А нам отвечают: как чем? Тем, что вы еще живы. Ой. Поэтому эта новая национальная идея звучит так: живи. Живи, чувак, если сможешь. Коротко, емко и честно.
Лозунги у нас теперь тоже новые. Патриотизм. Патриотизм — это тогда, когда ты молчишь, сопишь в две дырочки и не жалуешься. Любить родину. Любить родину — это значит молчать о ценах. И вообще просто молчать. Сиди, медитируй, лови тишину. И скоро мы все достигнем просветления. Ну а герой? Герой — это тот, кто еще не успел уехать. И все мы теперь гордимся. Гордимся тем, что нас больше нет. Что мы терпим, что мы при этом, при всем еще не разбежались. И это, кстати, и называется высшая форма устойчивости. Когда ты такой лежишь на диване и не дергаешься, а тебя при этом хвалят. Молодец. Ну что ты там, чувак, лежишь? Лежи. Только не просто лежи, а лежи наши задницы. Пункт 14. Оптимизация медицины. Это когда у вас закрывают больницу в районе и говорят: мы открываем современный центр в соседнем городе. Но до него, правда, будет ехать нужно 3 часа. Но зато там будет кофе. И ты такой едешь или идешь при смерти, но с улыбкой. Потому что знаешь, тебя уже оптимизировали. Пункт 15. Экономический спад. Экономический спад — это тогда, когда все идет вниз. А начальник тебе при этом говорит: мы идем к новым горизонтам. И вы такие идете. Точнее, мы все идем вниз, 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 но с гордо поднятой головой. Потому что падение — это тоже стратегия. И называется стратегия правильного пикетирования. Что, у тебя нет парашюта? Это не страшно. Падай, чувак, падай. Ой. А знаете, что самое смешное во всем этом? Не то, что падают какие-то там графики. Не то, что закрываются какие-то производства и заводы. Не то, что рухнул малый и средний бизнес. И не то, что люди беднеют и нищают. Самое смешное, что при этом есть еще какие-то люди, которые смотрят на все на это и говорят: а мы так и задумали. Не парьтесь, чуваки. Все нормально. Потому что они называют это устойчивостью, они называют это адаптацией, они называют это новой реформой. А мы, кстати, называем это жизнью. А мы почему-то должны всем этим гордиться. Мы смотрим на отчеты о разрушении и думаем: так, надо бы еще лучше работать. Потому что, чтобы выжить, надо работать. Но вот что самое смешное. Мы же работали. Мы старались. Но почему-то кто-то там наверху решил, что наш труд — это просто издержки. А вот их презентация — это достижение. Ой. Караул. В общем, я шут. И я не могу долго грустить. И я должен на 100% вас всех рассмешить. Поэтому давайте-ка договоримся, мои дорогие зрители. Вы будете смотреть на все эти новости, а я буду махать своим колпаком. И когда в следующий раз нам скажут: мы идем к успеху, вы вспомните, что успех, дорогие мои, бывает разный. И иногда он выглядит как пропасть. Но в нее тоже можно прыгнуть с улыбкой. И главное при этом не забыть сказать: я сам так решил. И самое главное, друзья,
Самое главное, все то, что мы наблюдаем сегодня, это не игра. Это все, что у нас есть. И если мы проглотим это еще раз, то в следующий раз нам предложат проглотить самих себя. Но с красивой презентацией. В общем, дорогие мои друзья, всем спасибо. А я сегодня был вашим развлекательным контентом, то бишь шутом. И я вас всех вижу. Ну а вы сами решайте, что вам делать дальше. Продолжать смотреть, ждать, уезжать. Или выживать. И чего вы, собственно говоря, хотите? Выживать или жить? Так что до свидания. Спасибо за внимание.